Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». На самом деле сейчас у меня уже вечер того дня, про который я вам хочу сегодня рассказать. Мы сегодня с утра, точнее не с утра, днем, наверное, поехали к нам в Александров, потому что нам нужно было купить краску для спальни. Такое у нас было запланировано мероприятие. И по дороге я говорю, давай заедем в Садовый центр, мне там надо кое-что прикупить. И в результате мой муж купил мне такой подарок на 8 марта, осуществив мою очень давнюю, такую, я бы даже сказала, многолетнюю мечту. В общем, именно об этом я хочу вам сегодня рассказать. И кроме этого, побываем в Садовом центре, прикупим еще кое-что, расскажу вам про тыкву, которая у меня росла. И, в общем, будет много интересностей и полезностей. И самое главное, что подарок получился вовсе не кислый. Так что оставайтесь со мной. Выбираем лимон. Мне в подарок на 8 марта. У нас в магазине садовом. Стоит 7000. Я уже мечтаю о нем несколько месяцев. Сейчас привезли два вообще шикарных. Смотрите. Этот еще, видите, и с бутонами весь. Здесь формирован, в принципе, хорошо. И лимоны на них висят. А это как сорт-то называется? А вот который павловский лимон, это же не такой. Чем они отличаются? Павловский у нас выращенный. А это чье производство? Это Голландия. Голландия? Да. Он у нас так же растет, как и павловский. Конечно. А этот, смотри, видишь, с маленькими лимончиками. Да, лимончик. А этот зато тоже, смотри, вон сколько маленьких завязей. И смотри, бутоны еще. Вот смотрите, сразу вам говорю. Да. Из всего того, что было, вот эти два самых хороших, как выбрали. Здесь просто мощнее крона. Ой. Вы ее можете тоже Подрезать, да. Конечно. Но мне кажется, что вот тот покомпактнее. Прямая. Здесь Нам говорят, просто- что это можно тоже поставить Это тоже, ровно. это просто Мгм. посаженный, вы, соответственно, вот его Да. Ровно посадите, поставить. да, ровно. Вот. Здесь крона хорошо тоже помощнее. сформирована, А? это помощнее. Помощнее. Это помощнее. Но мне нравится, что у того сейчас еще столько бутонов и Это тоже завязей. вот увидите, придите, Да, зацветет? скажите, куда же он денется. Условие то, что вы ему сделаете, светлое место обязательно. По цене они Вот. одинаковые. Одинаково, конечно. Здесь право выбора. А они вот какой период года цветут и плодоносят? Они цветут несколько раз. Вот сейчас начинается весна. Сейчас начинается цветение, да? Конечно. А. Весна, обычно февраль у нас. Вот Угу, это же получается как комнатный у нас. угу. Понятно. А его летом вынести в сад или в доме оставить? Вынести? Это когда? В июне, наверное, да, уже? Ну, как температурный режим устаканится, то есть если даже будет, грубо говоря, там 15-16 градусов, он себя прекрасно будет чувствовать. Но единственное, что если у вас, допустим, будут бутоны, бутонизация или завязываются плоды, тогда в этот момент лучше либо эпинчиком попрыскать, потому что вот этот вот Переход, да? стресс, это мы будем так называть для растений. Да, вот здесь просто это какая-то веточка. Ну, это может быть веточка прекрасно сама сделать, сломилась. конечно. Ну что, вот этот, да, помощнее возьмем. Да, хорошо. Отлично. Да? Так, Сейчас теперь мы- надо мне кашпо по размеру подобрать, сразу пойду я. Ага, сейчас тогда я и пин возьму Да. еще. Этот мы И будем кашпо заворачивать, подберу, хорошо? да. Угу. В общем, такой неожиданный подарок мне на 8 марта. Сделав небольшое отступление, хочу рассказать, что лимон на самом деле был действительно моей большой мечтой. В моем детстве в нашей московской квартире у меня дедушка сам выращивал лимонное дерево. Более того, он его сам прививал, где-то брал черенки, выращивал его из косточек. Из косточек вырастает дичка, она зацветет только там лет через 10-15, поэтому он брал где-то прививку культурного павловского лимона, сам его прививал. И я помню вот этот аромат, когда он начинал цвести, когда на нем потом плоды, и вот аромат вот этого домашнего лимона, когда его разрезаешь, и он так пахнет, это вот воспоминание детства, и с этим ничто не сравнится. Примерно в 2000 году
Мне первый муж тоже дарил этот лимон. Ну, я со своей, знаете, параноической мечтой носилась. Вот. Он специально вместе с детьми заказывал мне его, со старшим только, тогда был только старший, заказывал мне его на Новый год. Вот. И это был такой новогодний подарок. Я здесь даже нашла фотографию этого лимона в архивах семейных. Вот я ее тут привожу. И он у нас несколько лет рос и цвел, и тоже вот этот аромат цветущего лимона, но это незабываемо, тем более квартира городская все-таки она ограничена в объеме, и поэтому, когда он начинает цвести, вот этот тончайший аромат, он прямо, ну, просто как флёр его летает по всей квартире, и лимоны были тоже необычайно вкусные, очень крупные. Но, к сожалению, я уже не помню, правда, по каким причинам, все-таки в конце концов он у меня погиб. И уже много лет, особенно когда мы переехали сюда, ну, как бы здесь условия вообще предполагают его, да, выращивать, потому что ему нужна, ну, хорошая такая средняя влажность, при этом солнечное место, и чтобы не было, ну, пересушивания от центрального отопления. У нас же здесь нет центрального отопления, поэтому вот условия, которые для него, тем более, что летом его можно вынести на улицу, там ему будет вообще прекрасно. В общем, я давно о нем мечтаю и присматриваю. Я уже смотрела в интернете, смотрела в каких-то питомниках, потом увидела у нас в Александрове, в садовом центре. В прошлом году он там стоил 5000, в этом году уже 7300. Вот, ну, в общем, деньги приличные, ну, и как-то на лимон, и я все время себя сдерживала. И буквально на днях мы с Валерой заезжали в этот садовый центр, и там было одно такое деревце, еще был грейпфрут, кумковат, мандарины, но это все мне не очень. Вот, и это деревце примечательно тем, что это штамбовый лимон, то есть у него штамп, а на штамбе крона. Почему это хорошо для дома? Ну, потому что у нас ограниченное пространство, мы не можем выращивать огромное лимонное дерево, да, ну, как бы мне не стоит такая задача, это я вон фикус ращу высоким, вот, и именно штамбовая форма, она выше штамба не вырастает, а крону ее уже можно подрезать и формировать. Таким образом, можно вырастить компактное деревце, при этом с полноценными плодами. Вот, я, в общем, хожу об этом лимоне несколько дней, мечтаю. А сегодня, когда мы приехали, как вы сейчас видели, на выходе практически, мы уже все купили, на выходе я увидела на другой полке стоит два новых с плодами, потому что тот, который мы видели до этого, на него плодов не висело. Вот, еще и с плодами. Ну, в общем, я так загорелась, и Валера мне решил подарить его на 8 марта. Мы все время сюда приезжали, я их видела, ну, в общем, они столько денег стоят, что как-то мы... Вот, а тут мне Валера говорит, давай 8 марта подарим тебе лимон, раз ты так давно о нем мечтаешь. Хочу поставить его на кухне, на окне. Сейчас я возьму для него эпин и подберу под него кашпо, потому что пока на нем плоды, пересаживать его нельзя. Я поставлю его, куплю горшок, буду пока его использовать как кашпо. А потом, когда он от плодоношения закончится и цветение, я его туда пересажу. Так, вот взяла эпин, потому что все-таки мы его будем вести по улице. И может он немножко стрессанет. И еще вот такие взяли гиацинты, тоже на 8 марта. Взяла я грунт для моей рассады. Спанбонд, потому что собираюсь сажать в теплице уже. Ну и здесь немножко горшочков. Белый, наверное, надо, да, на окно, на кухню. Вот я думаю, может быть, вот этот. Вот, смотри. Давай попробуем. Нет, мне кажется, мятный. Вот я уже пробовала на кухне. У нас там был мятный. Мне не очень нравится. Да, белый лучше смотрится. Хорошо. Вот, давай в тот попробуем. Как вариант. Сейчас я еще что-нибудь посмотрю. Вот эти совсем такие пластиковые. Конечно, лучше всего бы керамический, но керамического я такого большого не вижу. Вот как в котором у меня гордыня сидит. Валер, или смотри, вот тут есть такой керамический еще. Вот тоже красивый. Вот этот, смотри, какой красивый. Да. Да? Очень. Мне кажется, вот лучше даже его. Да, это Давай попробуем. лучше. Ну, я могу поставить. Да. Сколько он стоит-то? Наверное, как лимон.
Ужас. Я как это выберу, Это знаешь, стоит? вот здесь написано. Да, 2000, 2300, по-моему. Но зато он керамический. Да, но этот шикарно будет на подоконнике смотреться. Намного, конечно, лучше, чем... Ну, давай попробуем, станет в него сейчас люмоты. Вот еще один нашла. Сколько стоит? Это 1700. Но мне, конечно, больше всего нравится средний, как обычно. Самый дорогой. А, вот там еще, кстати, есть вот с такой структурой. Вон там, видишь, большой вот этот. Да, вообще выбор горшков у нас тут колоссальный. Да. Ну, вот этот вязаный мне прям очень нравится. Как вам? Классный, да? Но цена пол-лимона стоит. Пол-лимона. Я говорю, цена большого этого кашпо пол-лимона. Звучит тогда. Пол-лимона. Ой, какие есть симпатичные горшочки. Сейчас покажу. Смотрите. Какая прелесть. Тоже керамические. Вообще прелестные. Знаешь, вот как показал наш горшок, в котором сейчас гордыня растет, когда вот это не отделяется, невозможно помыть, когда там цветок. Вот у меня здесь желтое набралось вот здесь внизу, и я не знаю, как это вообще оттуда вымыть нормально. Поэтому это не очень удачная конструкция. Вот он, такой горшок, как у нас сейчас под гордыней. Видите, вот здесь есть вот это месте. Так что имейте в виду, что так не надо делать. А здесь уже в этих минус в том, что они пластиковые. Да. Но у нас фикус вот в таком горшке сейчас, в пластиковом Не розовом. очень. Ну, хотя цвета красивые. Цвета красивые. Но знаешь, опять же, вот как показал мой опыт вот с таким мятным горшком, из которого я гордынию пересадила, она плохо на подоконнике смотрелась. Уже, знаешь, этот цвет, вот он уже был лишним. Потому что он был не как цвет кухни. В общем, короче, он был там лишним. Пошли, поставим. Попробуем. Да. Понимаете, когда вот столько горшков, выбрать невозможно. Тяжело. Эти два они. Сколько женщины посмотрят. Да, сейчас попробуем выбрать из этих двух. Нам тут еще цветов привезли. Смотрите, что творится. Вообще какой-то цветочный рай. Нет, повыше, у него повыше, конечно, потому что корневая система. Вот он повыше. Конечно. Повыше? Вот Конечно, этот? Конечно. У него корневая система вниз пойдет. Вот, Ага. как бы, Ну, то есть такой широкий не подойдет, который вот тот, вот Он как низкий, вязаный, низкий. да. Ну, тогда, наверное, вот этот, да. А еще вот хотела вас спросить, а вот эти вот луковичные, вот они отцветут. И дальше что с ними делать? И высаживаете. Но просто от момента обрезки до момента высадки нужно их как-то выдержать, в августе высаживать или сразу Нет, можно? посмотрите, вы их не достаете, вы оставляете их в горшке, как лист начинает вянуть, вы их обрезаете. Наступает весна, Мгм. вот, потому что у вас, если вы не уверены, что у вас шансов нет сохранить их Мгм. до осени, Да. высаживайте весну. Просто мне кто-то вот говорил, что надо ждать, пока у них там сама завянет листва, что это уйдет в луковицу. Нет, ну они, конечно, я вам и говорю, что вот завянет вот этот вот начнет желтеть. Сама вянуть, листва, да? Мгм. И сила пойдет в луковицу. Тогда, конечно, вы И их тогда будете и обязательно- Ну да, уберете где-нибудь, чтобы они у вас... Ага, не портили стояли. вашу Мгм. красоту. А с гиацинтами? Гиацинты то же самое. Так же, да? То же самое, да. Понятно. А вы еще хотела спросить, а вот эти вот, это пеларгония, наверное? Это была- Ее же тоже можно летом в сад пересадить, да? Конечно. Красивая какая, смотрите. Такие расцветки вообще.
Да, лимон нам упаковали. Горшок берем в результате вот этот. В общем, вот такой получается подарок у меня. Приедем домой, поставлю все и покажу. Лимон этот самый опыляемый, так что ничего ему не надо. Вот. Да, и вот еще хочу сказать, поскольку вы все у меня это спрашиваете, я тут накупила вот 10 пакетов этой челмы турецкой, видите? Они продаются у нас вот здесь в магазине. В общем, кому надо, присоединяйтесь ко мне в телеграм-канал. Ссылка в описании к видео. И, ну, сколько смогу, столько вам вышлю. Может, поделю пакетики, если будет много желающих. Ну, короче, вот купила вам эту челму турецкую. Вот, по возможности вышлю. Еще себе купила, смотрите, вот такую желтую фасоль. И интересную очень вот такого цвета фасоль. Съедобная. Да, и эта тыква, турецкая челма, она съедобная. Это не декоративная тыква. Видите, вкусно, полезно, красиво. Нежная мякоть. Вот так. Да, и вот скажу. Да, ну ничего, начали чуть-чуть распускаться, ничего страшного, да. Пусть будут вот такие красавцы. Вот такая вот композиция стоит у нас 630 рублей. Здесь сколько штук-то? 9 штук. У нас, представьте, мы сейчас только взяли другие эти гиацинты. Сейчас, пока мы тут с лимонами выбирали, подходим, их уже нет, их кто-то забрал. Хорошо, Валера вспомнил. Ой, хотела вам показать, какие красивые примулы. Представляете, махровые, вообще великолепные. Но все не купишь, поэтому с примулами я держу себя в руках. Вот посмотрите, какой выбор. А я такие в прошлом году на 8 марта покупала, помните? Вот жду, может быть, в этом году они у меня зацветут, я надеюсь на это. Вот и Валера несет мой подарок. Да, с 8 марта. Да. Ой. Так, я, кстати, хочу вам еще, знаете, что показать. После прошлого выпуска, где я показывала этот наш магазин, многие спрашивали, сколько азалии стоит. Вот они. Посмотрим их поближе. Вот 815 рублей. Вот такая вот среднего размера. Ну, так, чтобы видно было. Маленькие 400 рублей у нас стоят. Вот такая махровая. Тоже 800 рублей. И вот эти вот камелии, которые мне очень понравились. Вообще они великолепные, конечно. По 1600. Но вообще в этот магазин меня нельзя пускать, потому что у меня сносит крышу, если честно. Вот 600 рублей тоже стоит уже зацветающие нарциссы. Видите, и потом их можно использовать в саду. Да, ну, примул вообще великолепная. Великолепный выбор. Вот также есть, видите, тюльпаны. И вот есть такие, смотрите, какие такие микрики, тюльпанчики. Такие малышки уже зацветают тоже. Вот так вот. Дачный сезон еще не начался, а у нас уже опять полная машина растений, понимаете? Это называется, Валера, прекрати пускать меня в этот магазин. Это я зашла, вы знаете, зачем я зашла туда сегодня? Вообще мы поехали покупать краску, вообще-то. Мы поехали покупать краску для спальни. И я говорю, Валер, давай мы зайдем в этот магазин, мне нужно посмотреть семена лука, купить землю для рассады, ну и еще там буквально по мелочам. И в результате мы имеем опять полную машину растений. Ну что это такое вообще? Ну я так рада этому лимону, это просто что-то невероятное. Спасибо тебе большое. Ты его ждала, мечтала. Я мечтала о нем уже много лет. Даже эта женщина, которая здесь работает продавцом, она говорит, ну все, наконец-то ваша мечта сбылась. Вот, так что мечты сбываются.
Ой, прям я предвкушаю, как мы сейчас приедем домой, его поставим. Так, мы все там забрали? Да, мы все забрали, можно ехать за краской. Ну что, он нормально доехал? Все, доехал, отлично. Все лимоны сохранились, ничего не упало? Нет. Супер. А сейчас, знаешь, он в магазине таким маленьким казался, а сейчас дома кажется большим, да? Ну что, будем пробовать лимон? Пропорционально. Будем, конечно, пробовать А он лимон. уже созрел, как думаешь? Да, думаю, что созрел. Вот тот верхний, мне кажется. Разбираю наши покупки. Вот они, гиацинты. Такой цвет красивый. Называется голубая или синяя жемчужина. Ой, красота. Так, надо сейчас с ними придумать какую-то композицию. У меня есть мысль. Вот. Лимон сейчас перемещу в кашпо. Правда, в рамках магазина. А я, кстати, рассказываю, здесь, видите, за мной наблюдает любопытный кот. И он уже собрался идти гулять. Мы его только впустили в дом. Мы приехали, его выпустили. Он тут же пошел есть, просить обратно. Теперь уже готов опять гулять идти. Да, Камбоша, ты все, гулять пошел? Ну давай, да. Да, Сатуши надо подождать, да? Ты подождешь? Потом с тобой тоже пойдем. Да, пойдем с тобой, да, пойдем. Попробуем лимон, как будет в горшке смотреться. Правда, вот эти, знаете, параметры, да, в магазине помещение большое, все кажется маленьким. А в доме все маленькое, и все кажется, наоборот, большим. Вот так. Отличный горшок с точки зрения, что потом как раз он сюда очень даже поместится. Крону я со временем начну формировать. Вот эти вот плоды, когда снимутся, подрежу ее и сделаю деревце более таким кругленьким и компактным. Вот эти, видите, длинные ветки висят. Тоже вот это все подрежу, потому что здесь сейчас лимончики. Сейчас пока, конечно, не буду подрезать. А так сделаем его более аккуратненьким. Ну и будет вот здесь жить, это будет его окно. Сейчас все напишут, а как же компотик? Компотик занимает весь дом, понимаете, у него места везде. Гордению я перемещу в ванную комнату. Ей как раз влажность нужна, и у нас там нет теплых полов в ванной комнате, ей там будет прохладно. Она продолжает набирать бутоны, поэтому ей как раз там будет очень даже отлично. Видите, она в бутонах вся. Вот. Это говорит о том, что у нас нет сухости в доме, потому что ей нужен не жаркий такой воздух, влажный. Смотрите, какие у нее хорошие листья, прям блестящие. В общем, Гордания пойдет жить в ванную, а здесь будет жить лимон. Вот так вот он будет смотреться в рамках, в масштабе кухни. Мне кажется, что хорошо. Ну, сейчас разрежем один лимон, попробуем, какой он там внутри. И вот это я хочу украсить. Ну и как собиралась, вот я уже приготовила. Тут и эпин, и опрыскиватель. Сейчас я его опрыскаю, заодно все остальные цветы эпином обработаю, это лишним не будет. Да, еще хотела вам показать, вот у меня тут, видите, я горшки купила. Торфяные таблетки еще хочу, лобелию посадить и астры. И смотрите, купила, вот у меня мама обожает цинии, но они у нее всегда красные. У нас вообще с мамой расходятся в этом плане вкусы. У меня мама любит желтые и красные цветы, а я как раз такие не люблю, я все розовое и белое. Ну вот моя гамма, вот это и вот это. И вот такая интересная мне попалась циния, похожая на астру. Вот, очень интересная игольчатая, вообще ни разу такую не видела. Представляете, какой интересный сорт. Ну, это форма обычная для цинии, но мне тут цвета понравились. Вот еще цинию хочу в таблетке посеять, потом пересажу. Купила я кабачок Кавили. Вот здесь всего 3 семечка, 60 рублей стоили. Но это очень хороший сорт. В прошлом году я его выращивала. Во-первых, он ультра ранний, во-вторых, он
кустовой и вот такими прям пучками растет. И еще даже не успевает зацвести, а уже готов к тому, чтобы его можно было есть. Вот. И тоже купила вот такой вот еще один сорт. Попробуем. Здесь, видите, позднее плодоношение до заморозков. Какая-то серия проверена в Сибири. Вот еще один такой белый рыцарь. В общем, вот будет у нас 2 вида кабачков. Хочу попробовать новым способом выращивать ранние, чтобы были кабачки. Ну и кроме турецкой челмы, которую я предлагаю вам разослать, еще раз повторюсь, подписывайтесь на меня в Телеграм. Я там дала инструкцию, как сделать так, чтобы я вам прислала. Ну, смотря сколько будет заявок, здесь несколько семечек в пакетике, может быть, буду делить. Вот. Не знаю, хватит мне 11 пакетиков на вас или не хватит. Ну, посмотрим. Так что не обижайтесь, если вдруг не хватит. Тыква мускатная жемчужина еще себе купила. И вот такой вот сорт медовый десерт. Вот попробую в этом году такие сорта выращивать. Хочу сказать, почему я свои семена тыквы, а у меня тыквы, кстати, вот эта турецкая челма, представляете, она лежит до сих пор. Она у меня просто лежит в санузле, сейчас я вам покажу. Вот, видите, она лежит до сих пор. А сейчас уже март месяц. А сняла я ее в конце сентября. И до сих пор лежит вот такая лёжкость. Почему я не хочу свои семена? Потому что она у меня росла на одной грядке вместе с кабачками. И с несколькими сортами кабачков. И я боюсь, что она просто там переопылилась кабачками. Поэтому не хочу рисковать. Не знаю, что у вас вырастет. Поэтому свои сорта, ну, как бы не предлагаю. Вот купила вам тоже семена. И вот еще хочу обратить ваше внимание, вот мне многие писали на мою турецкую челму, что это декоративный сорт. Вот смотрите, это турецкая челма, видите, написано тыква крупноплодная. И здесь прям написано, что она идеальна для фарширования, ну, значит, однозначно, что она съедобная. А еще есть, я там же купила, тыква турецкий тюрбан. Это маленькие тыквы, маленькие. И они именно декоративные, яркое, неприхотливое украшение. Видите? И здесь на обороте написано, что это тыква декоративная. Вот прям написано. То есть не надо путать. Есть турецкий тюрбан, а есть турецкая челма. Они разные по размеру. И это съедобное, а это нет. Вот. Поэтому, если будете вдруг у себя где-то покупать, обращайте на это внимание. Также я купила еще профилактин. Это мы будем обрабатывать сад от вредителей. Сейчас, когда заморозки уже пройдут, да, и до распускания почек, вот будем обрабатывать весь сад. И также купила фармайод. В прошлом году я им обрабатывала теплицу после зимы и перед посадками. Ну, я считаю, что очень хороший был результат. Никаких у меня болезней не было. Все мошки у меня там какие были, поумирали. В общем, очень хорошо. Теплица не окрашивается от него. Разводится он в воде, в дозировке, по-моему, 50 мл на 10 литров воды. И опрыскивается вся теплица. Прям щеткой моете. Очень хорошо было. Декорирую горшок с гиацинтами. Поставила его на тарелку, чтобы вода там могла накапливаться. Здесь скрепляю. У меня такой был кусочек красной ткани. Если кто помнит, он на пуансете у меня был закреплен. Этот обрезок. Вот, так что вот так делаю. Вот. Получается. Мне кажется, красный хорошо будет с синим сочетаться. Здесь закреплю, чтобы были складочки. Еще вот это декорирование тканью таких одноразовых транспортировочных горшков. Его же сейчас не будешь пересаживать, правильно? А выглядит он не очень. Кашпо покупать тоже не всегда, более вот такого размера. А так купили какую-нибудь примулу. Просто в горшочке, да, задекорировали тканью, поставили в плошечку, и получается красота. Главное ткань приподнять, чтобы она сюда не опускалась, потому что здесь будет вода, да, и чтобы она была вокруг этой воды, чтобы не впитывала. И сейчас вот это место я тоже закрою.
И вокруг разложу. У меня есть вот такой наполнитель. Мы его как-нибудь закрутим и вот так вот положим. Вот. Мне кажется, что очень удачно получается. Наполнитель такой сейчас бывает в подарочных коробках кладут. Можно в цветочном магазине или в магазине рукоделия купить. Есть сизаль. У меня это бумажный наполнитель. Лучше даже сизаль, потому что она не намокает. Вот, я думаю, что и так тоже будет у нас очень даже симпатично. Правда, хорошо получается. Прямо такая весна-весна. Ну, вообще, все эти цветочные композиции, помните, в прошлом году мы с вами делали из примул. Я много примул покупала, все их в сад высадила. Тоже было очень красиво. Зимой у меня пуансетия стояла, да? Ну вот, вот такая вот у нас получилась композиция. Все, будем поливать и любоваться. Думаю, что надо это поставить вот сюда. И тут вот вообще отлично смотрится, правда? Чайник синий, с плиткой сочетается, с перцами. По-моему, отлично получилось. Как вы считаете? Поддержите меня в комментариях. Но сейчас, когда они еще распустятся, будет вообще, по-моему, замечательно. Ну, а потом луковицы я высажу в сад. Подумала, еще и в центре положила. Так, по-моему, вообще. Знаете, как будто это... кто там? Ну, сказка такая есть, где на подснежнике в лесу собирает. Забыла, как Морозко. Морозко, по-моему, с корзинкой подснежники в лесу собирает. Вот у меня практически сказка Морозко. Так, лимон прыскаем эпином. Эпин развела в соответствии с тем, что написано на упаковке. 0,1, по-моему, миллилитр на... Но я сделала не на литр, а на пол-литра. Надеюсь, что это будет тоже нормально. И им же остатками сейчас опрыскаю все цветы. Вот. Хуже не будет. Слушайте, я уже, знаете, сама даже думаю, что это я с этим вот уже, я уже самой себя сама останавливаю. Да, борьба со словами-паразитами, она, конечно, имеет место быть. Нужно бороться. Очень хочется, чтобы зацвел, так что будем наблюдать. Какой лимон будем снимать? Какой покрасивее. Ну вот мне кажется, что надо вот этот, потому что уже ветка, видишь, прямо аж прогибается под ним. Видишь? Да. Эти еще, вот этот зеленоватый, этот тоже еще зеленоватый, а этот вот уже... Да? Да. Я отрежу, прямо с одной ветку укорочу немножко. Кажется, она очень длинная. О, такая жесткая. Давай отрежем, подожди. Давай. А этот как? Доверим мужчине. А где дальше, ну, как ты помнишь, отрезаешь, например, там, имеет значение? Почка? Да? Какое расстояние? Да? Ну, здесь вот почка, она и так есть. Я нормально начала резать. Отходи. Так, судя по тому, как вот они здесь другие ветки обрезают. То есть примерно ты ее на 1/3 отрезаешь. Да. Ну, потому что начнем формировать. Вот он с иголочками даже. Видишь, какие иголки? Да. Ой, красивый такой. Ох, как запах. Вот. А вот эту оставляешь? Палочку? Собственный лимон. А? Палочку Ну, пока оставляешь? пусть стоит, потом я ее приберу. О. Как называется у него сорт? Не знаю. Голландский. Лонг Джерлинг, может быть. В общем, слушай, правда. Ой, я сейчас помыла даже листья. Знаете, какой аромат? Ну, давай, я тебе доверяю разрезать.
тоненько, красивенько. Тоненький. Так надо нож сначала. Прямо подточить. фото на память просто. Нет, это не просто так. Надо, чтобы Серьезный подход. Конечно же. Так. Лимончик, пожалуйста. Так, здесь пока еще белый. Тут уже пошел. Еще не оставляем? Нет, давай еще кусочек. Ой, как пахнет! Я вот на расстоянии стою. Это вообще не сравнить с тем, что в магазине, когда покупаешь, да? Ну что, поехали? Невероятность. У меня прямо, знаешь, детские воспоминания. Ой, а тоненько, как эстет. Сейчас будем чай пить. Красота. Давай уже попробуем. Интересно. А сахарком Да, присыпать. да, с сахарком, как дедушка делал. Смотрите, какой красивый. Еще ценнее будет, когда он уже у нас зацветет, а потом вырастет, да? Ты ешь, а я сглатываю. Ну как? Чем отличается? Знаешь, чем отличается? Что он не такой сильный. Не такой кислый? Да, не такой кислый. Он очень То есть такой... это не кислый подарок Нет. получился? Это такой сорт, который не кислый, не так, что зубы сводят. Угу. А он такой очень приятный. Можно даже просто такой, знаешь, вот прямо без сахара можно. И ты прям с кожурой? Да. Изумительно. Да. Так, ну я сейчас тоже попробую. Вот. Не надо никакого сахара. Ну вот он, правда, никак. Ну нельзя сказать, что лимон не как лимон, да, это ненормально. Но он, ну вот как самостоятельный фрукт. Да, не сводит, как самостоятельный фрукт. Вот не только для чая, а правда можно прям вот так есть. Есть, да, можно. Ну, теперь самое главное, что? Чтобы он у нас не погиб, чтобы он у нас зацвел и дал свои собственные такие же лимончики уже у нас дома. Объедение. Да? Угу. Ну, спасибо тебе большое за такой подарок. Я просто счастлива. Поздравляю. Спасибо большое. Ну, мы с вами на этом прощаемся. Вот. Такой у нас теперь семейный лимон. Пусть мечты сбываются у всех. Вот, и с наступающим 8 Даже марта. не думал, что дома можно такие выращивать. Да? Да. Вот так вот. А на фоне еще и гиацинты. В общем, я сегодня вся в подарках. Вот. Пока-пока. До новых встреч на канале. И здравствуйте, и не прощаюсь. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть другие интересные выпуски на канале. В 45 в белом платьице опять. Стоит ли выходить замуж в белом платье в возрасте? Про наш переезд, почему и как мы переехали.
И совершенно замечательный рецепт пирога с меренгой из яблок. До новых встреч на канале Ваш Таш Муляр.